Здравствуйте. Не открою вам Америк, что иногда случайное общение дает повод для чего-то хорошего, интересного. Вот и в данном случае недавнее общение с соратниками по меломанскому делу подтолкнуло меня на мысль сделать ролик, и мы сегодня это с удовольствием сделаем, посвященный глупости, которая родилась на ровном месте. Речь идет о самом кабальном и глупом контракте в истории рок-музыки между легендарнейшей группой Creedence Clearwater Revival и продюсером Солом Зенсом. Грубо говоря, вернее проще говоря, проблема Creedence-Zens. Вот об этом мы сегодня и поговорим. Начнем с того, кто такой Зенс. Сол Зенс — это, не побоюсь этого слова, выдающийся американский продюсер, не только музыкальный, но и киношный. Он родился в 1921 году в семье выходцев из России. Получилось так, что ходил в обычную американскую школу, попал в армию. Как раз началась Вторая мировая война. Он у нас человек, отслуживший в это время тяжелое. Демобилизовавшись и посмыкавшись по родимой Америке, не найдя определенного пристанища, таки задумался, что делать. С детства имел влечение к музыке, но правильно выбрав приоритеты и разобравшись в своих способностях, понял, что музыкантом ему не стать. А правильный выбор — это всегда показатель того, что у человека все-таки мозги работают. А работали они у него, как оказалось, очень крепко. Если ты не стал музыкантом, то можно подвязаться на жниве шоу-бизнеса. Что он и сделал. Он поступил на службу в компанию Grand Jazz Records. Это хорошая очень компания, которая записывала известнейших музыкантов, в том числе и Дюка Эллингтона, и Стэна Гетца. Не рядовые, а великие джазовые музыканты. Поначалу занимался дистрибьюцией, а потом потихонечку начал организовывать концерты. Концерты — это дело сложное. Работа у него в этой компании не заладилась, и он перешел в 1955 году в знаковую, как оказалось в будущем для себя, компанию Fantasy Records, которой владели два брата Вайса, прожженные дельцы, у которых Сол Зенс и фактически научился бизнесу. Давайте сразу скажем, что бизнес штука жестокая, даже не жесткая. Сплошные риски. И если ты берешь на себя какие-то обязательства, то это и есть твои риски. Риски в бизнесе музыкальном везде и всюду, что сейчас мы и подтвердим. В этой компании Fantasy Records писались в основном джазовые музыканты. В числе прочих такой крупный, как, например, Дэйв Брубик. И компания была довольно-таки успешной. Среди прочих она отличалась тем, что подписывала интереснейших артистов. Например, гениального декламатора, поэта, творца, хама, вульгарщика Ленни Брюса. Кстати, если не знаете, кто это такой, очень советую фильм посмотреть, который называется «Ленни» режиссера Боба Фосса. Посвящен судьбе этого интереснейшего человека, поверьте.
который выступал в разговорном жанре. Так вот, и получается как, что в основном писали джаз, но волна появившегося рок-н-ролла, особенно так называемое британское вторжение в среди прочих тех же легендарнейших The Beatles, подталкивало фирмы грамзаписи выискивать новые пути, находить новые решения. Самый простой путь был писать не только джазистов, но и рок-музыкантов. Что и предложил Soul Dance, и они создали при фирме Fantasy Records подразделение Scorpio Records, Скорпион, которая занималась исключительно рок-музыкой. Вот среди прочих и была подписана на эту фирму группа молодых пацанов под названием Blue Velvet. Это, кстати, были прародители Creedence Clearwater Revival, легендарных Криденсов. Вначале они назывались Blue Velvet, потом они назывались The Vision, потом они назывались Golliwogs. Вот последнее, когда они попали непосредственно на контракт к Soul Dance, они были Golliwogs'ом. До этого они выпускали несколько синглов, которые были... Первый был относительно успешный, а остальные не особо. Но группа была сильна тем, что они до автоматизма отточили свой материал, по всем злачным заведениям в округе играли. И у них были хорошие композиции. А лидер группы Джон Фогерти обладал прекрасным тембром голоса и очень своеобразной игрой на гитаре. Группа сочетала в себе и рок-н-ролл, и блюз, и кусочки психоделии, и буги-вуги, и еще черти знает что. Но слушалась она великолепно. Бывает, знаете, такое, что команда музыкантов отличная, а коммерческого успеха нет. Это вот как раз поначалу был такой случай. Но вы знаете, еще одна есть истина, что если у группы есть хороший материал, однозначно она рано или поздно стрельнет. Необходимо терпение музыкантов. В данном случае оно продолжалось, это терпение, почти 3 года. Так вот, подобрав группу уже на свою компанию Fantasy Records, в 1967 году Soul Dance выкупил права у братьев Вайсов. Они сослались на то, что им надоело заниматься этим бизнесом. Естественно, выкупил не за свои деньги, таких денег у него не было, привлек инвесторов, как уже уговаривал, не знаем. Но тем не менее он стал владельцем этой компании. И первое, что он попросил группу The Golliwogs поменять свое название в силу того, что наступает психоделическая революция, это 1967 год, и необходимо поменять название, чтобы быть как более модными. И вот группа стала называться 3 не связанными между собой словами Creedence Clearwater Revival. Эти Криденсы поначалу воспринимались Солом Зенцем как группа неудачников, с которой можно было что-то сделать. И вот в этом что-то сделать и заключалась основная истина. Soul Dance проявил исключительное чутье и бизнес-хватку и подписал с ребятами один из самых странных договоров за всю историю рок-музыки. Вдумайтесь только, группа отказывалась от авторских отчислений и согласна была работать на обычную ставку работника студии грамзаписи. Фактически на одну маленькую зарплату, без ничего больше. Это говорит о том, что ребята в лице ихнего лидера Джона Фогерти не верили в бронебойную мощь и коммерческий успех своих песен. Фактически им было в тот момент, в силу того, что они были в страшной нужде, это факт, пошли на такую кабальную сделку. Еще им сильно подсластил глаза
и угомонил мозг аванс, который Soul Zen с удовольствием выдал. $3000. И вот такой контракт был сляпан. Что вы думаете? Не будем вдаваться в перипетии творческого процесса Криденсов, но я вам скажу, что в период с 1968 по 1972 год группа выпустила несколько выдающихся альбомов, которые занимали первые места в хит-парадах очень многих стран, в том числе и Соединенных Штатов и Америки. Было продано, только вдумайтесь, 120 миллионов пластинок, и до сих пор Криденсы продаются и продаются. Естественно, это, что вы понимали, это сумасшедшие деньги. И Soul Zen буквально за 5 лет стал из продюсера средней руки, ничего фактически не умеющего, супер богатым человеком, даже по американским меркам. А Джон Фогерти и Криденсы получали на руки, как они сейчас сами вспоминали, Джон Фогерти, по $200 на еду. Фактически и на сигареты, как у нас говорят. Он тебе покурить и поесть. Вот и все. Все попытки какие-то, но Фогерти первое время еще, знаете, отмахивался. Но Soul Zen же мой друг. Он взял меня на работу. Я работаю в транспортном подразделении Fantasy Records на зарплату. И он нам платит зарплату и платил. Но это было поначалу. Когда пошли продажи, когда пошли первые места в хит-парадах, когда начали звучать песни Криденс со всех сторон, а учтите, это был период, когда конкуренция была, какие группы? Beatles, Rolling Stones, Who, Led Zeppelin, The Doors. То есть прорваться там на первое место, это вообще, это просто фантастика, что Криденсы и сделали. Soul Zen быстренько организовал офшорную компанию на Багамских островах, банки в Нассау, и совершенно быстренько переводил туда все денежки. Не забывая, конечно, подсластить Криденсу очередной моментик, сделал такой в 1969 году, когда группа сильно начала бухтеть. Ну, потому что везде Криденс, 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 а они голые боссы. Они потребовали пересмотреть контракт. Зенс пошел навстречу. Но очень хитро пошел. Они заключили опять сделку очень дурную, 10% от оборота. Получали Криденсы. Фактически от оборота самих себя. И деньги все заходили, чтобы вы понимали, не напрямую им в карманы, а в офшор, который открыл Soul Zen. Чем дело закончилось? В 1973 году этот офшор лопнул. Перед этим Зенс успел с компаньонами вывести все свои деньги, а деньги Криденсов там оставил. Начались бесконечные судебные тяжбы, которые такие закончились в 1983 году, и суд постановил выплатить Криденсам $8,36 миллионов. Всего-то за столько лет. И что самое парадоксальное, деньги они до сих пор не получили на Личмана. Что-то получили, когда в 2004 году уже Soul Zen продал Fantasy Records, но это говорит о том, что это самая глупейшая была сделка. Фогерти даже после смерти Зенца в 2014 году ему не простил этого. И выпустил клип, где танцуют анимированные свиньи под это дело. Вот он считал таковым человеком Соло Зенца. Скажу быстренько еще, что Soul Zen гениальнейший после музыки кинопродюсер. Он выпустил аж 3 фильма: «Полет над гнездом кукушки», «Амадеус» и «Английский пациент», которые получили Оскаров за лучший фильм года. А это, я вам скажу, выдающий результат. Он еще тем парадоксален, что он купил права на книги «Властелин колец» и «Хоббит» Толкина за 15 миллионов, кстати. А потом это принесло ему гигантские, миллионные, 100-миллионные прибыли. То есть учитесь вести дела, но не забывайте о порядочности. Это, как говорится, вот такой момент сложный. Надо балансировать, но все-таки люди остаются людьми. Спасибо за просмотр. Всего вам хорошего.